Результаты брака. Лестница. Ах ты, почти добрался. Что? Нет, нет, нет! Если вы думали, что взобравшись на Великую Китайскую стену, вы увидите что-то потрясающее, некое грандиозное, то туалет. Серьезно? Я поднимался вот оттуда, вот сюда, чтобы увидеть туалет. Что вообще здесь происходит? Это анекдот какой-то на самом деле. Пойти еще дальше туда, я сомневаюсь, что там будет что-то более невероятное, чем здесь. Не знаю, крайне сомнительно. Но можно попробовать. Время еще есть. Итак, я вас поздравляю. Мы на самом верху. И возможно, вы вновь спросите, что мы получим, если доберемся до самой последней точки в Великой Китайской стене. Я вам отвечу. Вас ждет... Вас ждет кися. Почему так трусили за решеткой? Видимо, он ехал на лифте, а не шел пешком. Делаем выводы. А теперь вниз. Идем искать дальше наше приключение. Вот она какая, оказывается, за границей-то. Такое ощущение, как будто все вот эти движения были заготовлены. Что у меня с прической? Это ужас. Ладно, был переход. Всем добрый день. Меня зовут Беляков Кирилл. Я музыкальный артист, музыкальный исполнитель с аудиторией, насчитывающей более 1,5 миллиона слушателей. Исполняю музыку в жанре поп и хип-хоп музыка. Также, да, и бывают дополнительные новые жанры, которые сейчас развиваются, сейчас добавляются в новых композициях, новых альбомах, в новом материале. А также, если немного заметить могли на камеру, я кинорежиссер, снимаю большое кино. Всем спасибо. 大家好，我叫基里尔。那我担任的是汉特曼西斯克青年项目中心青年工作专家。那同时我也是一名艺术家，我也是这个导演。就是我主要从事的这个
音乐的领域是那个 hip hop， 就是他说他是自己之前有出那个专辑，然后他自己作为导演的话，他自己还拍了一个节目，就叫那个走进汉特曼西斯克。Понимаю, спокойное утро довольно странно выглядит на фоне всеобщего экшена, который у нас с вами происходит в прямом эфире. В общем и целом, утро начинается не с кофе, а после завтрака и в целом все. Итак, сейчас я уже нахожусь на первом этаже, жду наших ребят. Я очень надеюсь, что меня хотя бы чуть-чуть слышно, и мне не придется так близко говорить на камеру. В общем, сейчас жду ребят, мы поедем на следующую конференцию, на следующее мероприятие. Посмотрим, что там будет. Опять же, вы увидите это через несколько секунд. У меня это произойдет через несколько десятков лет, но это бывает. Но наш любимый переход... переход. Можем что-нибудь показать? О, перебит экран. Визит российской молодежной делегации в китайскую восточную корпорацию по исполнительным искусствам. Неплохо. Ваше настроение? Все замечательно, я сейчас проснусь. Голубой цвет, еще зеленый цвет, это очень как-то заслуживает уважения. То есть только там высокопоставленные люди, они могут носить такой цвет. Да. И еще в китайской живописи тоже вот эти два цвета тоже очень популярны. Но часто они используют в картинках. Вот это включение, конечно. Мы находимся прямо сейчас в ТЦ. Да. И решили купить магниты. Не задавайте вопрос, почему я вдруг вот в этой футболке, почему я вдруг здесь очутился. Может быть, я пришел из выпуска Всемирного фестиваля молодежи. Нет, все нормально, просто так надо. В общем и целом, сейчас ищем сувениры, потому что мы за 2 дня не смогли их найти, вообще буквально нигде. Вот, и нашли ТЦ. А сейчас будем искать эти сувениры. Сейчас узнаем, сможем ли мы их вообще найти. Пока что мы ничего найти не можем, потому что везде одежда. Много одежды. И все. В общем, ищем. Переход, как обычно. Вчера сидели. Ух ты, смотри. А что там? Ладно, на самом деле это не очень выглядит как-то так. А если вот так? Ну ладно, так он выглядит более приятно.
Короче, на улице как бы прекрасная погода, на улице идет дождь, а это не... Хорошая погода. Да, хорошая погода. О, thank you. Вообще-то надо по-другому говорить, но не важно. На улице идет дождь. И ничего не видно на камере. Блин, опять надо сделать так. В общем и целом, так, более-менее. Небин сказала, что на улице прекрасная погода. Да, на улице идет ливень. Нам раздали зонтики. Но сейчас поедем за сувенирами. Напоминаю, в 8:30 часу вечера. После поезда, после бесконечных встреч. О, сейчас, погоди. В общем, сейчас что-то будет. Перехода не будет, поэтому, ну, да. Погнали дальше. Не, ну я считаю, это вообще потрясающая погода для прогулки и поиска сувениров. Просто кайф. Где какие сувениры мы будем искать, я не знаю. Время я тоже не знаю, потому что я держу вот этой рукой вот этот зонт. Интересно, конечно. Идем дальше. Итак, ставьте лайк, если вы тоже немного в шоке от такого внезапного включения, особенно в середине выпуска, либо же где-то в его начале, но, тем не менее, это как-то немного будоражит и, возможно, мешает общему экшену. Я вас прекрасно понимаю, у меня примерно такое же чувство, такое же ощущение, но это включение необходимо, чтобы вам, в принципе, объяснить, что здесь вообще происходит, и ответить на ваш опережающий вопрос. Что ты делаешь в Китае? И вот он сразу ответ последовал. В Китай я приехал ради кооперации России и Китая в сфере музыки. Если кто не знал, я музыкальный исполнитель, я артист, и музыка по ссылке в описании. Да, в более ранних роликах я представлял только свой регион. Это Ханты-Мансийский автономный округ Югра. И небольшая рекламная пауза. Потрясающий регион, там хорошие люди, все круто, волшебно, классно. Всем советую его посетить. И самое главное, это чистый воздух. Да, особенно в настоящее время это мало где встретишь, поэтому советую съездить. Да, сейчас масштабы изменились, и сейчас я представляю уже не регион, а целую страну. Сказать, что это супер ответственно, это будто бы ничего не сказать. Это супер большая возможность, это... Я не знаю, мне не хватает слов, это очень круто, и это очень большая ответственность. Я не буду вас очень сильно отвлекать вот этим потрясающим включением, потому что вас ждут океаны футажей, море эмоций, классных знакомств, классных событий, мероприятий, мест. И я надеюсь, что я смог через эту камеру, точнее через ту камеру, потому что сейчас я снимаю на телефон, у меня камера не воспринимает такое не очень хорошее освещение. Я надеюсь, что мне удалось передать все эмоции и весь вайб вот этой потрясающей поездки. Так что не буду вас отвлекать. И в этом переход... Так, подождите. Какой переход, да, Кир? Что здесь вообще происходит? Как обычно, приятного аппетита, приятного чаепития, хорошего настроения, прослушивания и, конечно же, приятного просмотра этого выпуска. И погнали дальше в этом переходе. Всем доброе утро. И утро начинается вновь не с кофе, а с небольшой поправочки. Мы не в Суджоу, мы в городе Куншань. И да, это немаловажная заметка. Да. Время на часах 7:50. Я сейчас пойду на завтрак. Не обращайте внимания на мой голос. Я поспал крайне мало и хочется очень сильно спать. А вот это мой вид из окна. Ну, на самом деле окна грязные очень сильно, поэтому вот примерно такой вот вид из окна. Вот такая примерно у нас столовая. Все неплохо. Там, кажется, вид классный, но не знаю. Я думаю, сначала поем, а потом посмотрю, что там будет. В общем, да, небольшая дезинформация. Все-таки утро начинается все с чая. Это, я не знаю, это не зеленый, это не черный, это роуз ти. И я не знаю, как он переводится на русский, но попробуем. И узнаем, что это вообще такое. А это чай. Интересно, какой. Вот, по стандарту вода с лимоном, потому что, почему нет? Много фруктов, не очень эстетично положенных в тарелку.
и прекрасный завтрак. Время на часах 8:04. Надо есть и уже бежать по потрясающим мероприятиям. В общем, все как обычно. И переход. Все как всегда. В то время именно пермская опера очень быстро и динамично развивалась. 四大元曲家喻儿声，分别是关汉卿、白朴、马致远和郑光祖。也正是因为这些文人的参与，就使得我们的戏曲不再仅仅是供人欣赏的表演艺术，也成为了可以阅读的文学作品。В то время появились 4 именно известные писатели, а также композиторы. Они именно писали некоторые пьесы, именно разные тематики. 例如在这里展示的赵氏孤儿、窦娥冤等。Вот этот именно пьеса, одна пьеса, вторая пьеса. 那也是，也因为这个时期取消了科举考试，所以大部分的文人墨客他都通过书写像这样的杂剧，表达心中的心情，所以为之后的中国戏曲奠定了一个良好的基础。Это, можно сказать, создавались основы для дальнейшего развития китайской оперы. Вот такое у нас сегодняшнее утро. Ну что, Вероника, расскажите, куда мы в этот раз приехали? Мы приехали в музыкальный институт учиться. Угу. Музыки? Слишком... Ну, нет, кашеварение. Отлично. Произошло неожиданное включение. Вот это вот библиотека. Что? 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 便当挺漂亮的，对，一包都挺好吃。然后我们今天的午饭是由我们园区团工委招待大家，这是我们园区团工委的张亮副书记。В общем и целом, мы приехали покупать сувениры, потому что у нас же их так мало, да? У меня аж чемодан не закрывается, сколько у меня сувениров на самом-то деле. Но подарки надо купить, посмотреть. Тут с подарков как бы не то, чтобы их тут кот наплакал, тут их вообще нет. Поэтому, ну, есть как бы вот это. А это, оно нам надо? Оно нам надо. Это можно заказать на Алиэкспресс. А там еще меня что-то бесконечно зовут и мешают мне делать футажи, поэтому пойдем, меня даже не видно. Поэтому пойдем.
последние минуты с нашими потрясающими китайскими друзьями. Прямо сейчас мы начинаем выезжать в аэропорт, полетим в Пекин, и потом мы летим в гостиницу, потом летим домой. Это, конечно, фантастика. Вот. Все, снова Что вы просто понимали, насколько все оперативно и быстро происходит. Да, он уже с нами попрощался. Мы уже тут. Кто-нибудь ожидал вот таких вот приключений с нами? Мы бежим на самолет. В общем, совсем скоро полетим. Есть еще одна галочка. Я побывал в самолете, в китайском самолете. И это, конечно, фантастика. У меня ноги вообще не входят. Я сижу максимально к этому сиденью. Ну да, короче, ладно, если вы не увидите дальнейшие футажи, хотя нет, вы же видите этот ролик, поэтому все нормально, сейчас долетаем до Пекина, заселяемся в отель, дальше все увидите, все круто, все классно. Что еще? Погнали? Где? Вот он. Что? Итак, мы прилетели в Пекин, потрясающий аэропорт. Я, кстати, не знаю, вообще можно ли здесь что-то снимать или нет, потому что в самолетах были закрыты иллюминаторы по причине того, что, в общем, прочитайте новости, я не хочу это озвучивать. Ну, вот так вот красиво. В общем, сейчас идем забирать чемоданы, потом идем до автобуса, идем заселяться в какую-то неизвестную гостиницу. Время у нас 22:22. Надеюсь, мы сможем где-нибудь поесть. Иначе придется есть бутерброды, которые нам выдали. В общем, погнали! Как твои дела? В общем, мы приземлились, зашли в KFC, поели. Ну, не все, конечно. Поели, сейчас ждем какой-то мифический автобус. Время на часах 22:58, 59, что я везде ошибся. Вот, скоро поедем в отель. Тоже мифический, непонятно, где он находится, как он называется, тоже неизвестно. В общем, все тут будет, поэтому погнали. В общем, продолжаем наше с вами удивительное, потрясающее включение. Что? Он просто зашел в лифт и уехал. Это ненормально. Время на часах, а часов нету. В общем, где-то 12 часов мы прилетели в Пекин и заселились вот в этот отель, который я вам сейчас покажу, в формате элемента The Stroll. Просто прогулка. Небольшая. Сзади едет автобус. Как это вовремя. И он привез новых туристов. Но мы вроде как не совсем туристы, поэтому он просто привез туристов. И да, мы живем в Рэдисоне. Немного кажется круто, наверное.
безумный совершенно день, который начинается с благополучного просыпания всех будильников, а дальше следуют крутые, потрясающие встречи, а потом спешка в аэропорт, в котором оказывается, что мы немножечко, совсем так чуть-чуть опаздываем на самолет. Позже нам самолет переносит. Вроде никого нет. Самолет нам переносит. Просто волшебно. Но мы уже тут, поэтому можно немного расслабиться. Хотя, насколько я помню, опять же, время 12, либо же час ночи, и следовало бы уже ложиться бы спать, потому что завтра нам вставать в 5 либо 6 утра, потому что нужно успеть поесть и в 8 уже бежать в аэропорт. Либо же быть там. В общем, одно и то же формально. Поэтому пока просто гуляем. Уютно, тихо и безумно красиво. А еще у меня есть такое ощущение, как будто бы тут находится много отелей в одном месте. И поэтому, окей, прикольно. Есть небольшое ощущение, как будто бы я иду по дороге. А, нет. Не совсем. Но, как бы... Окей. Будем думать, что все нормально. Паркинг. Ставьте лайк, если вам тоже нравятся вот такие неспешные, спокойные прогулки. И также ставьте лайк, если вам нравится такой внезапный элемент Death Stroll. Пойдемте-ка туда. Будет в итоге потом забавно, если я вдруг вырежу весь свой голос и поставлю только музыку. Это будет супер смешно. Также, если вдруг кто подумал, что я взял с собой в компанию кого-то, то никого, буквально. Нормальные люди спят. Они нормально снимают Death Stroll и блуждают по городу. Точнее, это не город, скорее всего, это буквально 5 минут от аэропорта. И поэтому я сомневаюсь, что здесь есть какая-либо большая инфраструктура. Поэтому просто гуляем по около суджоуским мини-улицам. А вот и канал. Кстати, интересный момент. Я все снимаю на телефон. В связи с тем, что камера не может воспринять
такую малоосвещенную картинку, поэтому двигаемся так. Как-то супер уютно, и вот дорога туда кажется, будто бы это зона за пределами карты какой-либо компьютерной игры, где супер красиво и хотелось бы туда попасть, но есть какие-то определенные границы, которые не позволяют главному герою туда пойти. Но в связи с тем, что это мое видео, и это реальная жизнь, я в целом могу туда пойти, но как-то я не очень хочу. В любом случае, это придется очень далеко и длительно, и долго возвращаться обратно. Это как бы не есть хорошо. Хотелось бы все-таки поспать сегодня, прежде чем ехать дальше искать приключения. О, здесь слишком невысокие листья. Кстати, возможно, именно сейчас тот самый Death Stroll, который и планировался сниматься в самом-самом его начале. Не, наверное, туда я не пойду. Почему тот самый Death Stroll? Все потому, что мы с вами сейчас идем максимально не спеша, наслаждаясь общей атмосферой, общим пейзажем, так скажем, и никуда не торопимся. Это основная тема, цель и основная задача Death Stroll — донести именно атмосферу. Правда, субъективно только от моего лица, но тем не менее. Какое же бесячее уведомление, неотложное, что я оставил наушники у себя в номере. И, ух ты, ты кто такой? Интересно. Ну, достаточно большой зверек. Он не похож на белку. И это не мышь, это белка. Или это крыса. В любом случае, если оно вдруг решит нас сожрать, нам с вами нужно будет категорически бежать. Либо же хотя бы, ладно, уйти с этой территории, потому что животных мы здесь еще не видели. Ну, серьезно, сколько мы бы не гуляли, никого. Просто никого. Там еще человек стоит. В общем, интересно, конечно. Ох, какой пересвет. Ждал зеленый свет. Понял. Моя тень?
Кстати, мы уже совсем дошли обратно. И сейчас, скорее всего, я буду делать небольшие подсъемы финального футажа, так скажем, в котором расскажу тезисно вам о финале вообще выпуска, как все прошло, зачем прошло и почему прошло. И казалось бы, ок, можно здесь повернуть, но что это такое? Прям посреди тротуара. Уже целых 13 минут идет наша с вами спокойная прогулка. Я не представляю, сколько это будет весить и как долго я буду скачивать это с айфона, но я надеюсь, достаточно быстро. Ну как достаточно быстро? По отношению к камере, естественно, нет. И нам сейчас 3 раза направо. Кто понял шутку, ставьте лайки. А кто не понял шутку, тоже ставьте лайки. Это будет неплохо. Будет забавно, если сзади совершенно неожиданно появится автобус и словно как в Subway Surf меня просто снесет, и я останусь очень-очень далеко и непонятно где. Кстати говоря, мы дошли до отеля. Что если вам показать, что внутри? Ну то есть, как там? Доехать примерно до нашего этажа. Кстати, забавно, что эти двери не открываются, а вот эти, я надеюсь, мы открываем. Да, мы его открыли. И те двери заработали, ведь они сенсорные. Вот так выглядит ресепшн. А вот так выглядит потрясающая карточка-ключ, которая отвечает буквально за все. И нам с вами ехать на 1-й этаж. На 1-й? Что я сейчас сказал? Нам на 5-й этаж ехать. Интересно, конечно, включение. В общем, время на часах у нас 8:08. Мы сейчас выезжаем из гостиницы, поедем в аэропорт и полетим уже домой. Ну, как домой? В Москву, а потом домой. Вот. В принципе, все потрясающее включение. Тут должен быть переход. Кстати, вот он. Оба не было перехода. Да, все очень плохо.
одной стороне это имя, да, это да, а на другой это фото. Нужно, чтобы сам найдет свое имя, да, и потом вскрыть. А что не найдет, не выпускается просто, да и все. 他说如果找不到，那是不是？